Если ты хочешь услышать, что шепчет речная вода, сам стань течением. Только не стой и не молчи. Пусть внутри тебя кипит жажда тайны, которую еще только предстоит разгадать. И всегда возвращайся, как возвращается вода. Однажды ты обязательно услышишь, что хочет сказать тебе река. Друзья, всем привет! Нам с вами сегодня, завтра, в ближайшие дни предстоит не самое обычное приключение, не самая обычная поездка. Мы едем по приглашению очень хороших людей на Свирь, на Свирский фронт. Поездка обещает быть очень интересной в военно-историческом, да и в археологическом плане. Свирь уже совсем рядом, где-то вот тут буквально несколько километров до нее осталось, и я решил остановиться, посмотреть какие-то советские тыловые позиции с дороги увидел. Остановился не зря. Вот здесь вот, в мху, обнаружилась рубашка от гранаты РГД-33. Видимо, это легендарный карельский Сохран. Она вся в краске. Если положить щавелевую кислоту, так, наверное, вообще будет вся зелененькая. Первая находка. Вот здесь вот на краю болота старая траншея. Я стою в ней. И, судя по всему, на дне этой траншеи, вот здесь вот, лежит каска. Сейчас посмотрим. Докопался до глубин. И смотрите, что здесь лежит. Опа. Вот. Ну вот, после небольшой чистки вот такой вот образовался экспонат. Не совсем выжил, конечно. Есть вот такие две дырки прогнившие. Но ничего, в музей пойдет. Это еще Ленинградская область, но уже совсем другой мир. Небольшие города, старинные деревни, могучие реки. Край, где рождались шедевры русского деревянного зодчества, первые российские корабли и первые советские гидроэлектростанции. А еще здесь была страшная война. И пока поклонники маршала Маннергейма старательно доказывают, что в 1941 году финны просто отвоевали у СССР потерянные годом ранее территории, не переходили старой границы, не брали чужого, Свирская земля рассказывает совсем другую историю. Каска. Если измерить кратчайшее расстояние от Свири до границы с Финляндией, получится 220 с небольшим километров. Чуть меньше было после 1917 года, когда Финляндия стала самостоятельным государством. Именно так было после Зимней войны. Так было и летом 1941, когда финская армия, согласовав свои действия с немецкой, перешла в наступление на территорию Советского Союза. Эти 200 километров финны преодолели за 1,5 месяца, захватив сотни советских деревень и поселков, оккупировав Медвежьегорск, Олонец, Петрозаводск. В начале сентября финны в нескольких местах форсировали Свирь и начали наступление в сторону Тихвина, где должны были соединиться с немцами и замкнуть второе кольцо блокады вокруг Ленинграда. Но на южном берегу Свири война пошла совсем не по финским планам. Сейчас мы находимся на этом болоте. Сейчас здесь можно ходить, гулять, прыгать, бегать. А в 1941 году это было болото, место боя. Справа от меня находится позиция 44-го пехотного полка финских оккупационных войск. Наша 314-я дивизия находилась с этой стороны. 314-я стрелковая дивизия Казахстана держала здесь оборону в 1941 году. Сентябрь месяц. Пал Подорожье, пал поселок Свейстрой. Казахстанцы держат из последних сил обороны, потому что свежие силы только в Сибири, только на подходе 21-я дивизия. И вот, несмотря на эти тяжелые условия, казахстанцы умудряются еще контратаковать. 1076-й стрелковый полк на данном участке фронта пошел в наступление.
С того самого сентября 1941-го сотни советских солдат числятся пропавшими без вести в районе этого болота. Уборку местности после боя делали финны, и, конечно же, они не оставили ни намека, куда стащили и где закопали всех убитых. Прошло почти 8 десятилетий, прежде чем сюда пришли поисковики. Все, что у них было, это путанные военные донесения и приметы, оставленные неизвестными копателями. Да. Вот запахло, сразу запахло. Так, где у нас? Ну, тут есть запах. Тут запах есть. Это граната. Граната. Да не граната, а Рубашка. Рубашка, граната. Видишь, она даже рубашка-то в органике. В белом, видишь, в органике. Она взорванная, причем рубашка. Воронки, оставленные финскими снарядами и минами, на этом болоте видны до сих пор. За 3/4 века их затянуло торфом, водой и мхом. Металлоискатель тут бесполезен, всюду полно осколков. Щуп тоже. До дна около 1,5 метров, торф повсюду переплетен старыми ветками, бревнами и корнями. Выход один – расчищать трясину вручную, лопатами и ведрами. Даже мощная помпа здесь не справляется. Ботинок. Давай, тихо. Что? От немецкого велосипеда. Череп, давай. Давай сюда. Ну, вот тут снимать, они как раз вот туда, под нас. Если яма квадратная, таких размеров. Вот кость большая, что-то. Там, на дне этой воронки, лежат наши солдаты. Те молодые парни, чьей последней строчкой в биографии стало «пропал без вести». Лежат в беспорядке друг на друге, обобранные и раздетые. Из личных вещей обувь, ремни да подсумки, в основном пустые. Каждое ведро с болотной жижей из этой ямы мы отправляем в специальные корзины для тщательной переборки, чтобы не упустить самое главное – медальоны. Да, попадает частенько. Сейчас косточки, пальцы. У нас было несколько косточек сейчас. Сейчас пальцы были. Ладанка. В этих воронках, которых мы поднимаем, множество осколков. И воронки сами по себе говорят о том, что очень сильный и плотный был артиллерийско-минометный огонь, потому что финны потом скидывали в санитарные захоронения наших бойцов. Практически мы поднимаем целые тела с касками. Финны просто связали с ремней все навесное, снимали рюкзаки, и мы поднимаем просто обчищенных бойцов Красной Армии. По останкам, по челюстям, по зубам мы видим, что это молодые парни, 24-30 лет. На таких боевых болотах есть одна печальная примета. Если среди сплошного соснового леса вдруг растет березка, с вероятностью в 95% под ней лежит человек. Такое уж это плотоядное дерево. Так и в этой свирской топе, неподалеку от нашей воронки, мы замечаем тонкую березу. Прямо под ней характерную впадину в мху. Это что? Шинель идет. Шинель, да. Она под дерево уходит. Под дерево уходит. Вот сюда. Стоп. Или заканчивается, смотри. Нет, под дерево уходит, под дерево. Стоп, там... Здесь с краю, значит, получается, будет вообще вверху. Это вот до которого я. Рукой. Две. Вот еще два. Вот еще слой возьмите. Ау. Там кожа есть. Вон там. Так, это вот старый был, да. Патрон заел. Так, давай подымай, я женщинам передам. Ботинки. Так. Там подошва отваливается. Ну, ничего. у тебя? Переборщики. Уйди, уйди. Возьмите еще. Там то, что Это не- перчатки. Полный.
К сожалению, от самих людей болото практически ничего не оставило. Этих троих солдат финны даже не хоронили, стащили в воронку и прикрыли шинелями. Время, лесные звери, агрессивная болотная среда сделали свое дело. От бойцов остались только фрагменты костей да снаряжения, на котором мы теперь отчаянно пытаемся увидеть хоть какую-нибудь весточку из прошлого. Знаков отличия-то нет? Сейчас я переберу. Вот когда нас Мурманский научил, то, что он все ботинки просматривает, там шилом выколоты. Вот, Да, да, вот да. тут шилом выколото, да. Да. Там Синьков. Ниже смотри. Не на самом верху. Здесь и вот здесь. Вот это имя, а вот это фамилия. Вот, Да, тут четко видно. Там Синьков написано. Как? Сенков. Ну, это наше, так сказать, неэкспертное предположение. Отвезешь, Ложка чистая, нет? Смотри, протирай. А? Ложка. Она из двух половинок. Подписная? Что-то есть. Нашел? А, вот. Я хотя бы. Хотя не Царапина, да? Да. Непонятно. Я не курю. А я не курю, так что делать? Так перекури. Научись, да. Что-то есть? Нет? Сейчас. Нету. А во, есть, смотри. Ага. Вот. Да. МВ. Ага. МВ. МВ. О, видишь? Или МР. Нет, МВ. Ну, В. Да, о, видишь, В. Ага. МВ. О, бумаги. О, видишь? Мгм. Так, это вот. Вот, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять. До 20. 5 и 3, 15. Видишь, 3 ряда. 15. 15. В планке. Угу. Ну, планки развалившиеся. Ну, понятно. Планки развалившиеся. Планки. Что за год? Давай посмотрим. Двадцать шестой. 26-й год. Л. Угу. Блин, скоро патрону 100 лет будет. Ну, В этих воронках мы нашли несколько солдатских ладанок и медальонов, увы, деревянных. Ни в тех, ни в других бумажные бланки не сохраняются, тем более в болоте. Все вещи, на которых обнаружились инициалы, фамилии или просто какие-то метки, будут переданы на профессиональную экспертизу. если нам все-таки удастся узнать какое-то количество имен по тем артефактам, то уже, если нам повезет найти родственников, и их правнуки узнают, что их геройские предки не просто пропали без вести в Ленинградских болотах, а пали геройской смертью, пали при наступлении, пали, защищая нашу Родину. Спасибо вам, герои казахстанской земли, которые здесь лежат в этом болоте. А лежит их там еще очень много. За день работы мы нашли останки 24 солдат. Мы — это сотрудники полиции, инспекторы ГИБДД, предприниматели, служащие местных администраций, журналисты и лесорубы. Но на этом болоте не было ни деловых костюмов, ни служебной формы, ни красных корочек, а были сапоги по пояс, прорезиненные комбинезоны, изодранные корни и ржавые железоперчатки и тяжелая, изматывающая болотная жижа повсюду. И все это время вокруг нас тихо шелестели тонкие березы. Их на том болоте много, и под каждый провал, который ни с чем не спутаешь. Мы делали пробные шурфы, откачивали воду, смотрели, что там на 1,5-метровой глубине у самого дна. А там навсегда остановившееся мгновение трагической и героической обороны Пресвирья. Там важнейший эпизод битвы за Ленинград. Там солдатский подвиг и безмерная материнская скорбь. Это США-40? Они там лежат. Ну, Трехклепка или шестиклепка? не видно. Звезды не видно. А, есть звезда, да. Скажи. Да. Ну, чем мне тут Серега, вытереть? тебе не видно, там шестиклепка или трехклепка? Не видно. Она вот здесь, Давайте Да развлекайтесь. есть она. трехклепка получилась. Трехлепка? Там флягу сейчас Это нащупай, подсыпь. Андрюх. Сказку Тоже откуда еще вытащишь? нашел?
Потом был Сталинград, потом была битва за Москву, а для них тогда, в 1941 году, здесь был и Сталинград, и Москва. И хотя они были с далекого Казахстанского края, они не знали ни леса, ни болот, ни эха они не знали. Но бились до конца. Каждый финский боец, ну да, честно говоря, был сильнее наших казахстанцев. В принципе, они говорили, финны, что один финский боец стоил 10 казахов. Это правда. Да, правда. Они умело воевали в лесах, финны. Не в этом дело. Сила духа казахстанцев, которые насмерть здесь стали, которые понимали, что если они сдадут здесь, другие сдадут позиции в другом месте, то война докатится и до их Казахстана. И там будут враги стоять. Поэтому они здесь встали насмерть. Спасибо им, что отстояли наше ладейное поле и не сдали его врагу. Я возвращался домой в Петербург и не мог справиться с ворохом мыслей, чувств и эмоций. Очень хотелось поскорее снова приехать на Свирские берега и продолжить, и по возможности закончить эту трудную историю пропавших без вести красноармейцев. И вдруг... Мурманское шоссе, закат. И прямо у самого Мурманского шоссе, почти случайно, чуть в глубине леса, увидел очень странную вещь. Когда к ней подошел, она оказалась совсем странной. Стоит вот такой крест. У этого креста написаны совсем неожиданные вещи для этих мест. В память о венгерских военнопленных жертвах Второй мировой войны. И рядом каменная плита с фамилиями этих самых жертв. Дата, как видим, 45-й, 46-й, 45-й, 46-й. Если кто не знает, то венгерские солдаты во время Второй мировой пришли в СССР вместе с немецкими и финскими и справедливо оказались в плену и заново отстраивали потом разрушенную их же руками страну. Нет, я не призываю сейчас воевать с мертвыми, это бессмысленно и подло. Но когда твои руки еще пахнут болотной тиной, когда не остыли еще мысли и чувства, слишком уж резким кажется контраст между этим памятником и горкой полуистлевших касок на безымянном болоте, и березками, которые и в эту самую минуту тихо шелестят над едва заметными провалами в мху.